Когда нервная гигантская собака предстала перед своей хозяйкой, она не вспомнила ее. Убитая горем, она опустилась на колени и прошептала 3 слова. То, что произошло дальше, потрясло всех, кто был свидетелем этого. «Макс, это я!» Женщина вскрикнула, и ее голос эхом разнесся по холодной конуре, где стояла огромная собака всего в нескольких дюймах от нее. На мгновение пес по кличке Макс замер, его уши дернулись в сторону ее голоса, но затем его губы изогнулись, обнажив острые зубы. Низкое, угрожающее рычание вырвалось из его груди, когда он сделал шаг назад, как будто собирался в любой момент вцепиться ей в горло. «Я же говорила тебе», — резко сказала работница приюта, и ее голос оборвал этот момент. «Он больше не доверяет людям. Вам нужно отойти. Это небезопасно». Элла заколебалась, вцепившись руками в сетчатое ограждение. «Но это моя собака. Он не причинит мне вреда». Взгляд работницы стал жестким, она крепче сжала планшет, который держала в руках. «Я знаю. Вам хочется в это верить. Но это не тот пес, которого вы помните. Пожалуйста, мэм, отойдите, пока он не огрызнулся. Я не буду повторять это снова». Сердце Эллы бешено заколотилось, когда Макс глухо зарычал, а его когда-то ласковые глаза стали дикими и неузнаваемыми. Как до этого дошло? Она вспомнила то электронное письмо, с которого все началось, то, что перевернуло ее тщательно выстроенную жизнь с ног на голову. Все началось неделю назад. Эмма была в своем шумном офисе, когда ее телефон зазвонил с уведомлением по электронной почте. Взглянув на отправителя, ее сердце замерло. «Срочно!» по поводу Макса. Она быстро открыла сообщение из приюта для животных в своем родном городе. «Уважаемая миссис Джонсон, мы с сожалением вынуждены сообщить вам, что Макс, ваша немецкая овчарка, был передан в наш приют. Из-за его агрессивного поведения ему назначена эвтаназия, если в течение 5 дней он не будет востребован. С уважением, Мейплвудский приют для животных». У Эммы задрожали руки. «Эвтаназия?» – прошептала она, потрясенная. Она не видела собаку много лет, с тех пор, как уехала в колледж и продолжила карьеру в городе. Она сразу же набрала номер приюта. «Приют для животных Мейплвуд», – говорит Карен. «Это Эмма Джонсон. Я только что получила электронное письмо о моей собаке Макс. Пожалуйста, это должно быть какая-то ошибка. Дайте-ка я проверю», – ответила Карен. «Оно». После короткой паузы она продолжила. «Да, Макса привезли на прошлой неделе. Боюсь, с ним было довольно трудно. Я сейчас приеду за ним», – заявила Эмма. «Мэм, я должна предупредить вас, что он чрезвычайно агрессивен. Вы уверены?» «Он член семьи», – твердо сказала Эмма. «Я приеду завтра». Пока Элла ехала по знакомым дорогам обратно в Мейплвуд, воспоминания нахлынули на нее. Она вспомнила тот день, когда впервые принесла Макса домой, крошечный комочек энергии с огромными лапками и непрерывно виляющим хвостом. Они были неразлучны, пока жизнь не разлучила ее. Осенние листья мелькали за окном ее машины, пока она боролась с чувством вины. Как она могла упустить столько времени? Она даже не подозревала, что ее родители, которые заботились о Максе, испытывали трудности. Когда Элла добралась до дома, где прошло ее детство, ее встретила тишина. Некогда яркий сад зарос, а краска на доме облупилась. К нам нерешительно подошла соседка, миссис Томпсон. «Элла, прошло так много времени», – тихо сказала она. «Миссис Томпсон, что здесь произошло? Где мои родители?» На лице пожилой женщины появилось страдальческое выражение. «О, Боже, вы не знали? В прошлом году твои родители переехали в интернат. Они пытались дозвониться до тебя, но не смогли». У Эллы скрутило живот. Я сменила номер телефона. Я была так занята работой. Они оставили дом пустым. И Макс несколько недель жил один, прежде чем его забрали в службу контроля за животными.
На глаза Эллы навернулись слезы. «Я должна это исправить». Полная решимости спасти Макса, Элла не теряла времени даром. Она запрыгнула обратно в машину и помчалась к приюту для животных в Мейплвуде. Небо потемнело, собрались грозовые тучи, отражая смятение, царившее внутри нее. Но тут пошел дождь, дороги стали скользкими, а видимость плохой. Элла так крепко сжала руль, что костяшки пальцев побелели. «Держись, Макс», — прошептала она. «Я иду». В голове у нее проносились мысли о Максе, одиноком, напуганном, до невозможности верящем, что его бросили. Чувство вины тяжелым грузом давило ей на грудь. Она добралась до приюта, когда они уже закрывались, промокшая от дождя. Она бросилась к входной двери и забарабанила в нее. Эмма Джонсон, женщина средних лет с добрыми глазами, подошла к ней, когда она вошла внутрь. «Да, это я. Я Карен. Мы разговаривали по телефону. Спасибо, что дождались меня. Пожалуйста, мне нужно увидеть мою собаку», — взмолилась она дрожащим голосом. Карен на мгновение заколебалась, взглянув на настенные часы. «Хорошо», — сказала она наконец, — «следуйте за мной». Промокшие туфли Эллы скрипели по полированному полу, когда она шла за Карен по тихому приюту. Звук лая слабым эхом разносился по коридорам, но каждый шаг давался ей все тяжелее, каждый поворот давался все труднее, пока они не достигли стальной двери с надписью «Доступ запрещен». Беспорядок. Карен замерла, положив руку на дверную ручку. «Мэм», — начала она тихим и размеренным голосом, — «я должна напомнить вам, что Макс не тот пес, которого вы помните. Он через многое прошел и может вас не узнать». У Эллы сжалось сердце. «Я должна попытаться», — прошептала она. Дверь со скрипом отворилась, и до нее сразу же донесся запах влажного бетона и дезинфицирующих средств. Вдоль тускло освещенного коридора тянулись ряды вольеров, и Элла с тревогой оглядела их. Ее сердце дрогнуло, когда она, наконец, заметила его. Макс, ее Макс, теперь превратился в неуклюжую фигуру, свернувшуюся калачиком в дальнем углу конуры. Его некогда яркая шерсть стала тусклой и свалявшейся, а глаза настороженными, когда он поднял голову при звуке их приближения. Элла могла поклясться, что на долю секунды в ее глазах промелькнуло узнавание, но оно исчезло так же быстро, как и появилось. Макс медленно поднялся, упираясь массивными лапами в пол, и издал глубокое, предупреждающее рычание. «Макс, это я», — позвала Элла, подходя ближе к двери. Макс замер, его уши дернулись. На мгновение рычание смягчилось, но затем его губы изогнулись, и из них вырвалось низкое, горловое рычание. Он отступил на шаг, поджав хвост, словно готовясь защищаться. «Я же говорила тебе», — резко сказала Карен, подходя к Элле. «Он больше не доверяет людям. Тебе нужно отойти. Это небезопасно. Прочь». Элла вцепилась в цепочку так, что побелели костяшки пальцев. «Но это моя собака. Она не причинит мне вреда». Взгляд Карен стал жестким, голос твердым. «Мэм, я знаю, это тяжело слышать, но это не та собака, которую вы помните. Он находится здесь уже несколько месяцев, напуганный и агрессивный. Если его подтолкнуть, он может огрызнуться». Рычание Макса усилилось, мышцы напряглись. Элла поняла, что ей нужно попробовать что-то другое. «Можно мне зайти в питомник?» — она попросила Карен. «Ни в коем случае!» — воскликнула Карен. «Это слишком опасно. Пожалуйста, я его знаю. Я могу с ним связаться». Карен покачала головой. «Я не могу этого допустить. Если что-то случится, мы будем в ответе». Элла отказалась сдаваться. «Что, если я вернусь завтра? Пожалуйста, просто дайте мне больше времени». Карен колебалась. «У нас строгие правила. Эвтаназия Макса назначена через 2 дня». Через 2 дня, но в электронном письме было указано, что через 5. Оно было отправлено 3 дня назад.
Элла почувствовала, как в ней поднимается паника. «Пожалуйста, я должна что-то сделать». Карен посмотрела на нее с сочувствием. «Я поговорю с директором, но ничего не могу обещать. Но если он не добьется прогресса, если будет продолжать вести себя так же агрессивно, решение останется в силе. Ты должна это понять». Элла кивнула, вытирая слезы, струившиеся по ее лицу. «Спасибо», – прошептала она, и в ее голосе прозвучало отчаяние. Карен указала на дверь. «На сегодня все. Тебе лучше вернуться домой и прийти завтра». Но Элла не могла пошевелиться. Она стояла как вкопанная, наблюдая, как Макс расхаживает по вольеру. Его тело было все еще напряженным и сердитым. «Я вернусь», – тихо сказала она, в последний раз взявшись за решетку. «Я обещаю, Макс». Решив понять, через что прошел Макс, Элла попыталась разузнать побольше. Она посетила лечебное учреждение, где проживали ее родители. Увидев их немощными и постаревшими, она почувствовала новую волну вины. «Почему мне никто не сказал? Я бы вернулась. Я могла бы что-нибудь сделать». Чувство. Мать одарила ее мягким, понимающим взглядом. «Мы не хотели тебя беспокоить. Ты строила свою жизнь, и мы не хотели отрывать тебя от этого. Но он же член семьи», — сказала Элла срывающимся голосом. «Ты должна была сказать мне. Теперь он...» Она замолчала, не в силах закончить предложение, так как перед ее мысленным взором возник образ Макса, рычащего и напуганного в конуре. Отец протянул руку и накрыл ее ладонь своей. «Еще не поздно, Элла. Если кто и может достучаться до него, так это ты». Слезы наполнили ее глаза, когда она кивнула. «Я должна это исправить. Я верну его, несмотря ни на что». На следующий день Элла прибыла в приют с обновленным чувством решимости, сжимая в руках сумку с любимыми лакомствами Макса, старым поводком и маленькой фотографией, на которой они были запечатлены вместе много лет назад. Дежурная Карен поприветствовала ее настороженным взглядом. «Вы рано вернулись, я должна попробовать еще раз». Элла твердо сказала, что мне нужно с ним связаться. Карен вздохнула, но жестом указала на псарню. «Хорошо, но помни, что я сказал. Если к завтрашнему дню не будет никакого прогресса...» «Я знаю», — ответила Элла. Когда она приблизилась к вольеру Макса, огромный пес стоял в том же углу, что и раньше. Его взгляд метнулся в ее сторону, но быстро исчез. Карен скрестила руки на груди, внимательно наблюдая за Эллой. «Я знаю, что он тебе не безразличен», — сказала она, слегка смягчив голос. «Но Максу пришлось через многое пройти. Прямо сейчас он никому не доверяет, даже самому себе. Здоровье». Взгляд Эллы был прикован к Максу, который снова забился в свой угол. Его тело было напряженным и неподатливым. «Что я могу сделать?» — спросила она дрожащим голосом. «Как мне хотя бы начать достучаться до него?» Карен заколебалась, взглянув на планшет, который держала в руках, прежде чем снова посмотреть на Эллу. Иногда помогает донести до них что-то знакомое. Предмет, запах, звук, который они когда-то знали. Это не гарантия, но это может пробудить воспоминания, что-то глубоко спрятанное. Элла на мгновение задумалась, перебирая в голове воспоминания о Максе. «Он обычно спал в моей футболке», — сказала она тихим, но полным надежды голосом. «Оно у меня в сумке. Как ты думаешь, это могло бы помочь?» Карен медленно кивнула. «Попробовать стоит, но помни, ни к чему не принуждай. Позволь ему прийти к тебе на его собственных условиях». Элла опустилась на колени у забора, роясь в своей сумке, пока не вытащила старую выцветшую толстовку. «У нас есть небольшой вольер на открытом воздухе. Возможно, это помогло бы». Элла последовала за Карен к вольеру на открытом воздухе, крепко сжимая в руках толстовку. Холодный вечерний воздух обжигал ее кожу,
Но она этого не замечала. Ее внимание было полностью сосредоточено на Максе, большом псе, который теперь нервно расхаживал по углу огороженной территории, прижав уши. Карен осторожно открыла калитку, понизив голос. «Мы оставим вас наедине на несколько минут. Просто помните, сохраняйте спокойствие. Позволь ему прийти к тебе». Эллен кивнула и вошла внутрь, а Карен закрыла за собой калитку. Она опустилась на колени в центре ограждения, положив толстовку на землю перед собой. Макс настороженно смотрел на нее. Его тело было напряженным и неподвижным, но он держался на расстоянии. Она видела страх и неуверенность в его взгляде, то, как его уши вздрагивали при каждом отдаленном звуке. «Я знаю, ты не понимаешь», — тихо сказала она. Ее голос звучал ровно, несмотря на боль в груди. «Но раньше ты доверял мне. Раньше ты знал, что я всегда буду защищать тебя, несмотря ни на что». Ее глаза наполнились слезами, когда на нее нахлынули воспоминания об их связи. Она вспомнила грозы, которые пугали Макса, когда он был щенком, как он, дрожа, прятался под стол, пока она не садилась рядом и не шептала что-то тихое, чтобы успокоить его. «Я все еще здесь», — повторяла она ему тогда снова и снова, поглаживая его по шерстке. Эта фраза стала для них негласной связью. Каждый раз, когда ему становилось страшно, будь то гроза, поход к ветеринару или странный шум в лесу, эти три слова успокаивали его. Теперь, глядя на пса, который когда-то был ее самым близким другом, Элла поняла, что эти слова, возможно, были ее единственным шансом снова связаться с ним. Сделав глубокий вдох, она прошептала: «Я все еще здесь». Макс слегка навострил уши при этом звуке. Она повторила эти слова ровным и спокойным голосом. «Я все еще здесь, Макс. Как и раньше. Я всегда была здесь». Макс снова понюхал толстовку, его тело напряглось, но он больше не отступал. Его глаза искали ее, рычание в его груди сменилось тихим стоном. «Вот и все», — прошептала Элла, по ее лицу текли слезы. «Ты помнишь, не так ли?» «Все в порядке, Макс. Я все еще здесь». Макс неуверенно шагнул вперед, и под его лапами тихо захрустел гравий. «Все еще». Его нос коснулся ее руки, и она замерла, едва дыша, когда он наклонился ближе. Затем, как будто что-то внутри него наконец вырвалось на свободу, Макс прижался головой к ее ладони. Он нерешительно, но безошибочно вильнул хвостом. Элла нежно обняла Макса, обхватив руками его массивную шею, и он издал низкий, ракочущий вздох. «Теперь ты в безопасности», — прошептала она. «Я все еще здесь, Макс. Я всегда буду здесь. Ее...» Карен осторожно приблизилась и открыла калитку в ограде. «Элла», — тихо сказала она, — «я работаю здесь много лет и никогда не видела ничего подобного. Он доверяет тебе». Элла неподвижно сидела рядом с Максом, слегка поглаживая его по шерсти. «Я оставила его», — сказала она, — «но он никогда не покидал меня. Я все исправлю». Карен кивнула, выражение ее лица смягчилось. «Я поговорю с директором. Если Макс сможет показать, что он больше не агрессивен, я позабочусь о том, чтобы его усыновили. Но, думаю, сегодня он уже доказал это». Элла посмотрела на Макса, его массивное тело мирно покоилось рядом с ней. «Мы разберемся с этим вместе, не так ли, мальчик?» – прошептала она. И вот, 2 дня спустя, документы были подписаны, и Макс официально снова принадлежал ей. Через несколько минут после посещения приюта Элла заехала в учреждение по уходу за детьми, чтобы навестить своих родителей, прежде чем отвезти Макса домой. Она знала, что они чувствовали вину за случившееся, и этот момент был таким же важным для них, как и для нее. Лицо ее матери просияло, когда она увидела, что Макс скачет рядом с Эллой, виляя хвостом. «Макс!» — воскликнула она, протягивая к ней свои хрупкие руки. Макс осторожно опустил голову ей на колени,
Его массивные размеры контрастировали с ее хрупкой фигурой. «Он помнит нас», — тихо сказал ее отец, и на его лице появилась улыбка. «Он помнит, потому что ты не отказалась от него. Ты сделала все, что могла, и теперь он вернулся к нам», — сказала Элла. Мама погладила Макса по шерстке, ее голос дрожал. «Спасибо, что привела его домой, Элла. Мы не знали, увидим ли мы его когда-нибудь снова». «Ты увидишь», — пообещала Элла. «Я буду приводить его сюда так часто, как смогу. Мы семья, и это не изменится». На следующий день Элла отвезла Макса обратно в город. Обратная дорога прошла спокойно. Макс растянулся на заднем сиденье, виляя хвостом каждый раз, когда Элла смотрела на него в зеркало заднего вида. Когда они вошли в ее квартиру, Макс остановился в дверях, осторожно принюхиваясь. «Теперь это твой дом», — сказала Элла, опускаясь на колени рядом с ним. «Мы начинаем все сначала, Макс. Вместе». Макс прижался к ней, его массивная голова прижалась к ее плечу. Элла обняла его, наконец-то обретя покой. Впервые за много лет она снова почувствовала себя цельной. Какая трогательная история. Что бы вы сделали на месте Эллы? Как вы думаете, она сделала достаточно, чтобы наладить отношения со своей семьей и Максом? Оставьте свое мнение в поле для комментариев. Спасибо, что посмотрели.